Дорогие друзья, говорят, что в этой жизни можно смотреть на огонь, не уставая. Вот я вам показываю огонь и буду говорить с вами за кадром. Почему я люблю говорить за кадром? Потому что голос за кадром, он более настораживает, успокаивает и помогает не отвлекаться от основной темы, а просто прислушаться к тому, что вам сказано. Потому что когда мы смотрим в лицо человека, мы ищем там какие-то красивые черты, либо некрасивые. В любом случае мы отвлекаемся от того, что нам говорят, потому что мы оцениваем внешность человека. Не имеет значения, хотим мы этого или нет, мы так устроены. Поэтому, когда то есть не случайно, когда хотят о чем-то таком серьезном поговорить с зрителем, да, показывают какие-то картины, горы, прочее, это отвлекает от ненужных мыслей и помогает сосредоточиться, чтобы понять то, что им говорят. Итак, сегодня я хочу с вами поговорить о такой теме, как помехи для ведьм. Вообще я говорю на те темы, которые накапливаются у меня на почте, то есть задаются вопросы. И я всем обещаю в скором времени снять ролик и объяснить там все подробно, чтобы каждому не отвечать, поскольку у меня времени нет на самом деле. Итак, способны ли создавать помехи для ведьм, например, та же самая святая вода, гвозди, иглы и так далее. Почему-то принято считать, что если там воткнуть иглу там в дверной косяк, значит ведьма не сможет зайти. Либо если туда воткнуть лавровый лист, либо еще что-нибудь и так далее, и так далее. Уважаемые люди, хочу вам сказать, что все, что вот вы считаете для нас помехой, у нас вызывает смех. Почему? Потому что для нас не помеха зайти в любое место. Мы в церковь заходим. И оно нам не помеха, как бы идти туда и сделать кое-что нехорошее по вашу душу. И вы считаете, что для нас будет помехой пройти через порог, где там воткнуты иглы? Абсолютно нет. Абсолютно нету, и это нереально. Это либо самовнушение или самоуспокоение. Я даже не знаю, как это назвать. Но для ведьмы, для настоящей ведьмы, это не помеха. Вы нас называете служителями сатаны. Ну хорошо, пусть это будет так. Я сейчас не буду хаять вашу систему и говорить о минусах вашей религии. Это ни к чему. Я просто хочу вам объяснить, что на самом деле сатана это никто иной, как темная сила. То есть та самая сила, которая не противоречит, а гармонизирует природу. Вы же не делаете всегда добро, правда? Если ваш ребенок получает 2, вы же ему не покупаете мороженое в награду. Наоборот, вы награды его лишаете. Например, запрещаете сидеть в интернете. Или не даете карманных денег несколько дней. Или не пускаете гулять или играть в футбол, пока он не справит оценки. Правильно? Вы наказываете для того, чтобы он не совершал этих ошибок более. Если вы будете своего ребенка поощрять, когда он делает глупости, когда он делает преступные вещи, значит, вы нехороший родитель, значит, вам плевать на своего ребенка, поэтому вам безразлично, какой он вырастет. Но если вы его наказываете, значит, вы хотите его исправить, чтобы в следующий раз он эти ошибки не повторял. А значит, вы спасаете его судьбу в будущем, так? Вот теперь начнем так. Вселенная, которая состоит из разных сил, но и из как бы верхней и нижней силы, если так хотите. На самом деле эти 2 силы друг друга дополняют, и они совершенно не враги. У нас есть такое понятие черный отец и белая матерь. Причем матерь, женщина, да, она второй, то есть идет по счету как сила. Получается, что вселенская темная сила, она сильнее, чем даже светлая сила. Вы называете светлой силой Бога, темной силой сатану. Но давайте тогда вот так рассудим. Откройте Библию, посмотрите, в скольких местах ваш Бог
например, поощряет насилие, как он приказывает Давиду убить народ, беспощадно, очень смачно обрисовывает, как их нужно колесовать и так далее, как нужно отбирать оттуда девственниц, а женщин и детей, и стариков убить и так далее. Тогда скажите мне, пожалуйста, где там светлая сила вы, какую силу светлую вы там находите? Я лично не нахожу. И с тех пор, как появились религии на земле, идут войны. Но почему-то мы, ведьмы, друг друга не убиваем из-за того, что одна из нас делает ритуалы вот таким образом, другая ставит такой алтарь. Мы за это почему друг друга камнями не закидываем. Мы относимся с пониманием, спокойно. То есть в языческое время любой человек мог молиться кому хотел, и за это его как бы не убивали. А сейчас, если кто-нибудь выйдет на улицу и скажет, что он молится древним богам, ну не так его поймут, и ну как минимум там покрутят у виска, максимум могут и напасть. Да? И вы говорите, что ваша сторона это светлая, а сторона ведьм это темная. Я надеюсь, что вы немножко какой-то выводы сделаете. Итак, к чему я это все веду? Я веду это к тому, что мы те люди, которые уважают любую силу, которая есть в природе, любую, не противопоставляя себя никакой силе, поскольку сила это есть сила, и не нужно как бы себя выше этих сил считать. А поскольку мы уважаем эти силы нам покровительствуют, помогают, защищают, и они дают нам силу заходить куда мы хотим, делать то, что нам хочется. Еще раз повторю, что сила дается не отмороженным людям рассудительным, не глупым, которые готовы подумать 10 раз, прежде чем что-либо делать, потому что они знают, чего это стоит и как это может аукнуться, если сделать несправедливо и неправильно, понимаете? А значит, если мы что-то делаем, мы очень хорошо обдумываем это, прежде чем за такое браться. Есть такое понятие соборное колдовство. Слово веретничество, чернокнижие, относительно недавно появившиеся слова, более подходит как русское колдовство, скажем так. Ну да ладно, раз уж вам это близко, то есть ближе и понятнее, я вот именно вот этими терминами буду разговаривать. И соборное колдовство, которое подразумевает следующее. Извести врагов через церковь. Кстати, в церкви живет бес Абара. И кто не знает, чтобы знали. По легенде, сатана отправил Абару за каким-то заданием, он его не исполнил, испугался к нему вернуться и попросился у Бога убежище. Тот его спрятал в церкви, поскольку считал, что сатана туда не доберется. Но бес есть бес, и он начал в церкви делать всякие темные дела. Уважаемые люди, если там сильная энергетика, тогда как возможно, что за упокой служба по живому человеку действует, и человек умирает? Как возможно пойти перевернуть свечу, переломать свечу, или забрать оттуда свечу за упокой и поставить кому-либо, или положить туда тайком в гроб чью-то фотографию, человек умрет, может вся семья уйти и так далее. Если бы там была светлая энергетика, поверьте, то это все нейтрализовалось бы, то есть оно не имело бы воздействия. А поскольку оно получается, это говорит о том, что там точно такая же сила, которой, собственно говоря, которой мы пользуемся, да? Но там значительно слабее эта сила, поскольку эта сила возникла всего-то 2000 лет назад, и со временем как бы усиливалась, со временем набирала силы, энергии и так далее, и так далее. А та сила, которая у нас, в принципе, нам покровительствует, той силе много сотен тысяч лет. И поэтому, если сравнить по сравнению с нашей силой, которая с нами рядом находится, та сила абсолютно детский сад. Теперь начнем с того, что мне спрашивают, а как же так получилось, что в средние века казнили ведьм? Хочу вам сказать, что если там и были ведьмы, то только такие, которые переступили, может быть, закон, которые сделали неправильные шаги, за что были отданы в руки палачей. А вообще
там может, если из миллионов казненных людей, может быть, 2 ведьмы, если случайно забрели, может быть, остальные нет. Это были не ведьмы, это были просто неугодные люди. Это были люди, которые сначала как бы пытали и отпускали под большой, за большие выплаты и штрафы, а после стали вообще казнить и забирать полностью имущество. Церковь просто все имущество присваивала себя таким образом. Вот за что католическая церковь, собственно говоря, очень сильно расплатилась, потому что в Европе вот в данный момент, например, церкви стали разрушать за ненадобностью. Никто туда не ходит, место занимает, европейцы народ такой, скажем так, очень дружат с цифрами, очень любят во всем порядок. Раз уж здание не пользуется спросом, значит, его надо снести. И вот в последнее время очень много церквей, вот таких средневековых зданий снесли. Я против этого почему? Потому что мне просто жаль вот эту архитектуру и вообще-то исторические памятники. Вы не думайте, что если человек занимается колдовством, он такой тупой невежда, которому, знаете, каждый день он проклинает церковь, религию, всех святых и все такое, это смешно. На самом деле мне вот причиняет боль. Почему? Потому что я вам объяснил, это архитектурные шедевры. Их недавно, по-моему, в Амстердаме купили огромную церковь за бесценок. Просто продают бизнесменам, которые могут эти здания содержать. Да? И человек там открыл, значит, гостиницу, бар, ресторан и все на свете. И причем возле алтаря, где обычно отпевали мертвых и венчали, и там вот как раз и находится бар. Вот представьте, какой энергетика там не очень хорошая, скажем так, и любопытные, которые останавливаются в этом огромном соборе, ну, как бы ради интереса, все-таки средние века, там, дух средневековья. И я думаю, что они все-таки уходят оттуда с большим грузом и всякими сущностями. Не в этом суть. Но даже из-за того, что не совсем ведьм казнили, но в любом случае казнили невиновных, эта сила понесла очень большое наказание. То есть я к тому, что силы, которые над нами, да, они не какие-нибудь какие-то непонятные, лишенные чувства ума и интеллекта, какие-то сущности, которые просто должны нас пугать, кидаться на нас или делать какие-то гадости. Абсолютно нет. Это древние сущности, обладающие интеллектом, которые умеют показывать, которые умеют через сны, через видение нам говорить то, что мы должны знать, то, что они хотят нам передать и говорить. Это многотысячелетние сущности. Если человек за, например, 40 лет своей жизни набирается огромного опыта и становится умным, рассудительным, видящим жизни и понимающим что-то в этом мире, то представьте, какой силой и умом обладает та сущность, которая там 4-5 тысяч лет. Уж, наверное, у той сущности больше ума и больше интеллекта, чем у человека. Вот. И раз уж эти сущности покровительствуют и помогают нам, то как вы считаете, какие иглы могут остановить нас, и какие там, какая святая вода и какое-то там чего-то? Еще раз хочу вам повторить, что люди, которые занимаются колдовством, на самом деле далеко не глупые люди. Люди, у которых по нескольку образований, несколько дипломов, люди, которые во многих сферах умны. Кстати, вот многие ведьмы обладают рукоделием. Они могут даже ремонт делать так, что просто очень сильно удивитесь. Они очень многосторонне развиты. И им нравится делать многое своими руками. Почему? Потому что это практически как оберег для родных, близких, для себя. Что-то шить, что-то сделать, готовить. Понимаете, они во все вкладывают очень большую энергию. Ну, вспомните Василису Премудрую, или там рукодельницу, или мастерицу, которая была ведьмой, которая, ну, не написано, что ведьма, была доброй колдуньей, скажем так, но в то же время обладала очень многими талантами, да, то есть идеал женщины так считался, вот. Поэтому, дорогие друзья, когда вы как бы хотите узнать, понять, что именно является помехой для ведьм, я вам тогда отвечу вот как бы коротко и ясно.
ничего не является помехой для ведьм до того времени, пока она соблюдает все правила и правильно себя ведет, правильно колдует, благодарит эти силы и не обижает их никак. Вот до того момента, а этот момент может продлиться всю ее жизнь, в принципе, да, до того момента, пока она правильно себя ведет с этими силами, ничего ей помехой быть не может, и никто ее не сможет ни тронуть, ни обидеть, ни сделать вреда. Если она перейдет грань, если она сделает неправильно, эти силы ее приземлят, то есть они сразу же ее приведут в порядок и покажут ошибку, накажут. Если она поняла, попросила прощения, исправилась, больше не повторила, значит, все нормально. Если будет повторять еще раз, ну вот тогда уже эти силы начнут уходить. И самая главная ошибка ведьм, вообще новоиспеченных, да, ведьм и людей, которые обладают какими-то способностями, вот нашли себе учителя, и учитель этот научил, наставил, посвятил и так далее. Самая большая ошибка – это быть неблагодарными, потому что измену наставнику, тому, кто наставил, кто научил, кто открыл дорогу, кто познакомил их с этим, с миром, кто их представил этим духом, этим силам и попросил за них принять их в свои ряды и помочь, поскольку тот, кто вначале пришел, только тот имеет право просить за кого-то, чтобы и тот, и того приняли в эту сферу. Так вот, когда такому человеку изменяют, предают, причиняют боль, делают неправильно, вот такая ошибка может очень дорого стоить, поскольку сила начнет покидать. И в один прекрасный момент человек проснется и поймет, что уже больше ничем не владеет и ничего не может. Такое происходило за историю колдовства, такое было не раз, и когда предавали учителя, думая, что уже они сами все могут, и сами все решат, и уже ничего не надо делать и так далее. Не забывайте, этот человек вас привел в эту сферу, он за вас попросил. Что бы он ни делал, в любом случае нет права предавать этого человека. Вы можете отходить и идти своей дорогой, но сделать больно, создавать помехи для него, как бы причинять какие-то неудобства и так далее, разочаровывать этого человека вы не должны, поскольку если этот человек ничего не сделает, то сделают те силы, к которым этот человек обратился. Если у вас будут еще вопросы, можете мне задавать. Ну а пока я думаю, что я сказала все, что нужно было насчет вот этого всего. Этих вопросов я более-менее прояснила. Всего доброго.